Всем большой привет! Сегодня я буду делать сок от кашля для моего ребенка. Значит, я решила попробовать сделать сама, потому что все вот эти вот соки, которые я ему даю от кашля, не помогают. Вот. Значит, нужно для этого сухой шалфей. Я взяла 3 таких упаковочки разных. Значит, шалфей 5 грамм, потом подорожник и тюмьян. Все по 5 грамм. И нужно по 1 столовой ложке вот этих вот трав. Дальше нужно взять луковицу. И я беру, знаете, вот такую вот половину луковицы я взяла, потому что если вы большую возьмете, оно будет такое вот горькое, и ребенок просто не захочет это пить. Вот, значит, это все в термомикс ложите и измельчаете на скорости 5-3 секунды. Измельчили. И теперь добавляем вот эти вот наши травки по 1 столовой ложке. Я купила вот эти 3 пакетика в аптеке за 1,50 евро. Все вместе стоит. Значит, вот так вот 1 чайная ложечка шалфея. Дальше подорожник сухой. И тюмьян. Дальше добавляем воду, 200 грамм воды, возьмем холодную воду. Так, 200 грамм. Лук, конечно, правда, вот прям глаза лежит. Так, что у меня здесь написано дальше? 100 грамм нужно. Сейчас я вам покажу. Я только что купила его. Куда я его поставила? Вот у меня он стоит. Вот такой вот сахар. Коричневый кандис. Можно белый кандис взять. Я взяла коричневый, потому что смотрела рецепт, там тоже был использован коричневый сахар. Вот такой. И 100 грамм, значит, нужно туда плюхнуть. И все, больше ничего не нужно. Покажу вам, как выглядит. Вот так все выглядит. Надеюсь, вам было видно. Кстати, вот эти вот можно еще использовать 1 раз, ведь хватает на 2 раза. И не знаю, сколько эта настойка будет держаться, но ее нужно в холодильник поставить после того, как она остынет. Но, тем не менее, попробовать можно. Дальше ставим все на 5 минут. 100 градусов, скорость 1. После того, как прошло 5 минут, я оставила это все здесь в термомиксе на 10 минут, чтобы оно настоялось еще. И теперь вот так вот это все выглядит. Теперь нужно просто это все процедить через ситочко. Конечно, не много, что получается, но это же можно и приготовить каждый раз быстро, удобно.
Поэтому не нужно такие, наверное, громадные порции делать. Я думаю. И надеюсь, что мой ребенок на это купится и будет это пить. Что сейчас я это уберу в такой вот, перелью в такой вот бокальчик, не бокальчик, а вот такой графинчик. Такой вот себе взяла. И будем пробовать. Так, значит, я процедила это через сначала вот такой вот ситочка, да, такой побольше. И потом еще, когда наливала вот в эту бутылочку, взяла вот такое вот маленькое, да, ну, дырочки такие, чтобы все вот это вот здесь осталось. И получилось у меня вот так полное. И вот здесь даже еще немножко в стаканчике. По одной чайной ложечке можно 3 раза в день даже брать это. Оно ну, сладкий, да, такой сладкий и напоминает как бы какие-то конфетки такие с травами, да. Ну, не сказала бы я, что он такой горький. Нет, вообще нет. И сейчас я своему ребеночку дам это пить. Так что пожелайте мне удачи, чтобы он у нас поскорее выздоровел, потому что это напрягает уже. Не знаю, что ему впихнуть, чтобы он только перестал, бедный, кашлять. Так что всем спасибо за внимание. Всем, кому интересно сделать такой сок от кашля, попробуйте. Очень быстро. И не нужно тратиться на всякие разные таблетки и соки, которые в аптеке продаются, на химии которые, да. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи. Всем пока.